Добрый день, друзья. Магазин кубачинского серебра. Продолжаем знакомить вас с нашей уникальной кубачинской продукцией. Напоминаем, что вся продукция в нашем магазине делается легендарными мастерами, кубачинцами, полностью вручную. Весь процесс от расплавки металла и до конечного вот такого результата все делается вручную. Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой вот кувшин на 1,5 литра объемом. Кувшин серия Премьер. Они Премьер, бывает Премьер 2, Премьер 3, отличаются только вот этим вот рисунком. Различным бывают растительные орнаменты, ромбики. В данном случае у нас вот такие вот чешуйки. Очень мелкая работа. Вот этот внутри каждой чешуйки вы можете видеть гравировку алмазным резцом. Мастер вручную каждую чешуйку вот так вырезает. Резьба по металлу. Один из сложнейших приемов, чтобы вот так вот все это красиво выглядело. Между чешуйками вот эти вот грани в виде черных полосок, это чернение, так называемая горячая чернь. Это порошок, который в этом месте также мастер вырезает, засыпает туда порошок. При температуре 800 градусов он застывает и становится практически как камень по прочности. И никогда оттуда не выйдет. То есть такая связка с серебром становится основательная. И в этом плане мы даем практически бессрочную гарантию на такое чернение. То есть можно его мыть, полировать, чернение никогда не сойдет. Единственное, конечно, при какой-то деформации, при поддавлении, при сильном ударе чернение может разбиться. Вот. Значит, весь кувшин сделан вот в таком вот стиле, в виде чешуек, даже крышка, даже ручка кувшина сделана в таких вот чешуйках. Нижняя часть также. Он у нас немного отсвечивает желтоватым. Почему? Потому что у нас в магазине подсветка, она желто-белая. И все вот эти кувшинчики, они отсвечивают желтоватым. На самом деле это все обычное белое серебро, никакого. Вот нижняя часть кувшина гладкая. Там, где ножка. Здесь также в виде змейки вот такая идет гравировка, тоже алмазным резцом. По всему периметру. Весь кувшин вот так вот изрезан этой гравировкой. Абсолютно весь. Как говорится, со всех сторон. Снизу он гладкий, отполированный. Даже носик кувшина весь в таких вот чешуйках. На носике вот здесь вот вы можете видеть пробу. Проба, которая ставится пробирной палатой. Вот здесь прям в верхней части носика. Значит, объем кувшина 1,5 литра. Вот такая красивая ручка в верхней части у него. Объем кувшина 1,5 литра. Значит, высота кувшина 25 сантиметров. Снизу до верху. Диаметр в самом широком месте 13 сантиметров. Вес примерно 700 грамм. 693, 695 в этих пределах. Крышка в данном кувшине, значит, вот так вот она открывается. Здесь она зафиксирована. Такой вот механизм, который не позволяет ей отделяться от кувшина. Значит, сама крышка объемная. Вот она сделана из двух вот таких частей. Спаяна вот в этом месте. Вот в этом месте вы можете наблюдать такая небольшая дырочка в крышке. Часто клиенты спрашивают, она может быть где-нибудь вот здесь, может быть посередине. Часто клиенты думают, что это брак. Нет, это такой производственный технологический момент. Почему? Потому что вот из двух вот этих половинок она спаяна. Это место пайки. Когда паяют, если не будет дырочки, там скапливаются разные газы. И под давлением этих газов крышка может деформироваться, а иногда даже и лопается.
сильное давление. Поэтому делают такую дырочку, все эти пары выходят и спокойненько все паяется. Внутри вот такой вот он весь гладкий. Значит, налив сюда воду, в основном, конечно же, все берут его для воды. Получать так называемую ионизированную воду. То есть наливайте полный кувшин обычной фильтрованной воды. Через 2,5-3 часа вода становится полностью ионизированная. То есть убиваются более 600 видов бактерий и микробов. Значит, налили, закрыли, отстоялся 2,5-3 часа. Взяли вот так его, то есть даже не снимая крышки, можно наливать. Дырочки вот это позволяют. Налили по стакану, опять долили воду и опять оставили. То есть постоянно процесс ионизации будет в нем происходить. Вот. И, значит, будете пользоваться так называемой живой водой. Использовать ее для питья. Значит, изнутри ручка вот такая гладкая, чтобы было удобно держать. В этом месте тоже, как говорится, это место соединения из двух частей. Верхней и нижней. Такой вот кувшин. Значит, уход обычный, очень несложный, как обычную посуду. Можно мыть тем же фейри, амвеевскими средствами, хозяйственным мылом на мягкую губку. Значит, нанесли, потерли до пенки, смыли под теплой проточной водой, вытерли сухим полотенцем. Постоянно будет у вас в таком он чистеньком состоянии. Серебро на кислороде, на воздухе, оно при контакте с кислородом окисляется, поэтому необходимо периодически его вот так вот мыть. Также можно использовать пасты для полировки серебра. Продаются они во многих магазинах. Также в интернете можете найти. Очень удобно, очень популярные вот эти вот кувшины. Они у нас идут вот в таких бархатных подарочных коробках. То есть, если вы дарите на какое-то событие, на юбилей, на свадьбу. И снаружи, и изнутри вот такой вот темно-синий бархат. Очень красивая коробка, которая также сделана очень качественно. Специально прям под каждое изделие у нас делаются коробки. Тоже ручной работы все коробочки. Вот такой сегодня обзор. Более подробная информация на нашем сайте. Ссылка на адрес сайта у нас внизу под видео в описании. Также в верхнем левом углу вы можете видеть наш логотип с адресом сайта. Магазин у нас, напоминаем, находится практически в центре Москвы, недалеко от метро Ленинский проспект. Значит, приходите, все на витринах, все можно посмотреть, потрогать. Подписывайтесь также на наш канал. Здесь мы знакомим с нашей новой продукцией. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас на просмотре следующих наших видео. До встречи.